Мужчина спас беременную волчицу. Но то, что потом сделал волк, просто невероятно. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В глубине суровых восточных лесов, среди бескрайних заснеженных просторов, жила волчья пара, за которой тайно наблюдали сотрудники заповедной службы. Они уже много лет знали этих зверей и не раз находили на снегу свежие следы их переходов. Самца звали Бьорн. Он был мощным, выносливым, с густой светло-серой шерстью и внимательным, почти человеческим взглядом. Он всегда держался рядом со своей спутницей, будто осознавая ответственность за нее. Волчицу звали Астрид, и она находилась на последнем сроке беременности. Ее тело стало тяжелым, движения осторожными и медленными, дыхание глубоким и неровным. С тех пор, как она ждала потомства, она перестала участвовать в охоте и лишь медленно переходила между заснеженными сосновыми зарослями и поваленными деревьями, выбирая места, где ветер был слабее, а снег мягче. Бьорн полностью взял на себя добычу пищи. Каждый день он приносил ей еду, иногда рискуя, подходя к окраинам леса и преодолевая десятки километров по ледяному насту, где малейшая ошибка могла стоить жизни. Их связь была крепкой и глубокой. Они часто касались друг друга мордами, терлись боками, замирали рядом, прислушиваясь к звукам леса и молча подтверждая доверие и привязанность. Чем ближе становился срок, тем тревожнее был Бьорн. Он почти не отходил от Астрид и возвращался с охоты как можно быстрее, иногда даже бросая добычу, если слышал ее тревожный зов. В одно морозное утро, в разгар жестокой зимы, когда снег скрипел под лапами, воздух был прозрачным и колючим. Волчья пара вышла на открытую поляну возле замерзшего озера неподалеку от старой лесной сторожки, где изредка поднимался дым. Внезапно Астрид заскулила. Ее тело содрогнулось, мышцы напряглись, начались роды. Боль была сильной. Волчица упала на бок, лапы дергались, из груди вырывались хриплые и надрывные звуки. Бьорн растерялся, не понимая, как помочь, и издал протяжный вой, полный тревоги и отчаяния. Его голос разнесся по ледяному лесу, отражаясь от деревьев, и был услышан людьми, патрулировавшими территорию. Астрид тяжело дышала. Ее глаза мутнели, тело дрожало от холода и боли, шерсть намокла от снега и крови. Бьорн осторожно лизал ее морду, стараясь согреть и успокоить, но она почти не реагировала. В какой-то момент ее тело обмякло, дыхание стало редким и поверхностным. Бьорн отступил на несколько шагов и снова завыл громко и тревожно. Его взгляд метался по белой пустоте, словно он искал помощь. Под телом Астрид проступала кровь, алыми пятнами расплываясь по снегу. В небе кружили вороны, привлеченные запахом, но Бьорн оскалился и зарычал, не позволяя им приблизиться. Это был предел между жизнью и смертью. Либо помощь придет, либо все закончится здесь, среди ледяной тишины. Сотрудники заповедника Михаил и Алексей ехали на снегоходе вдоль северного кордона, когда услышали странный вой, от которого у них внутри все сжалось. Они остановились и через бинокль стали вглядываться в сторону звука. Вдали они увидели Бьорна, стоящего рядом с лежащей на снегу волчицей. Поняв серьезность ситуации и осознавая риск, они решили действовать немедленно. Алексей подготовил ружье с усыпляющим дротиком, а Михаил достал медицинский набор, в его руки дрожали от напряжения и холода. Бьорн заметил людей, но не проявил агрессии, словно чувствовал, что перед ним не враги, а последняя надежда. Когда волк отступил на несколько метров, Михаил быстро подошел к Астрид и проверил ее состояние. Пульс был слабым, дыхание едва ощутимым, живот напряжен, кровь продолжала идти. Михаил ввел обезболивающие и препараты для стимуляции родов, стараясь действовать быстро и точно. Алексей стоял неподалеку, не опуская оружие и внимательно наблюдая за Бьорном. Волк оставался неподвижным, его взгляд был полон тревоги. Люди понимали, что борются не только за жизнь волчицы, но и за доверие дикого зверя, которое легко потерять одним неверным движением.
Спустя несколько минут после инъекции тело Астрид снова содрогнулось, начались схватки. Михаил надел перчатки и осторожно помогал, контролируя дыхание и положение детенышей. Вскоре показалась первая маленькая мордочка, и на свет появился волчонок, тихо пискнув. Затем началась новая схватка, и родился второй, более крепкий. Третий появился последним, слабым, но живым, и Михаил осторожно растер его, помогая ему дышать. Алексей тихо отошел, давая Бьорну возможность приблизиться. Волк медленно сделал шаг вперед, тихо зарычав, обозначая свое присутствие. Михаил положил волчат к животу матери, чтобы они начали сосать молоко. Бьорн подошел еще ближе, не отрывая взгляда от новорожденных. Его уши были прижаты, дыхание тяжелым. Мужчины молча переглянулись. Михаил слегка кивнул, все удалось. Новая жизнь родилась в ледяной глуши благодаря доверию между человеком и зверем. Люди отступили, позволяя семье быть вместе. Бьорн подошел к Астрид, осторожно обнюхал волчат и лег рядом, вылизывая каждого по очереди и согревая своим телом. Астрид все еще была слаба, но ее инстинкты возвращались. Она положила лапу на одного из детенышей, словно защищая его. Бьорн поднял голову и посмотрел в сторону людей, будто признавая их участие и позволяя уйти. Михаил положил руку на плечо Алексея. Они стояли неподвижно, наблюдая за сценой, от которой сжималось сердце. Жизнь была спасена. 3 новые жизни появились на свет. Волчья семья вновь стала целой. Сотрудники медленно отошли к снегоходу и еще долго наблюдали через бинокль, убеждаясь, что все в порядке и опасность миновала. Когда Астрид начала самостоятельно вылизывать волчат и тихо поскуливать, они поняли, что могут уходить. С первыми бледными лучами зимнего солнца Бьорн поднялся и медленно пошел вперед, прокладывая путь. Астрид последовала за ним, а 3 маленьких волчонка неуклюже ковыляли позади, проваливаясь в снег. Вскоре семья растворилась среди заснеженных елей, там, где в тишине родилось настоящее чудо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.